А это разве так было? Леди и джентльмены, приветствую, с вами Сэр Холмс, продолжаю Morrowind, Tamriel Rebuild, и по-прежнему нахожусь в развалинах Кемелзе, легендарный двемирский подземный город, древний. Это уже 5-й эпизод подряд в нем. И я тут немного побродил по просторам интернета, нашел на одном русскоязычном сайте-форуме такую допотопную карту, как соединены между собой все вот эти вот интерьеры, то есть кварталы этого города, районы. И осознал, что я, в общем-то, тут практически на самой глубине нахожусь уже тут. Двемирские механизмы, то есть недавно относительно раскопанные районы. Вот, и есть тут пара рычагов интересных. Я вот так и не понял, чего они дают. Но вот рычаг усыпальницы короля, гробницы короля, я понял, что он просто включал свет в ней. Вот. Рычаг в одном из предыдущих районов. Не совсем понял, что он делал, но я подозреваю, что может быть тоже просто свет, потому что вот тут он зажжен. Может быть, я его просто включил тогда. Я думал, что это может что-то другое активировало. Нет, возможно, это действительно просто освещение. Вот, а еще я поймал себя на том, что у меня кончается мана и кончились почти все ингредиенты для варки зелий маны. Я попытался сварить парочку за кадром, но обе попытки провалились, а теперь... Единственное, что может восстановить ману, это вот этот свиток. Но это даст мне всего лишь 30 маны. Он больше про восстановление здоровья и запаса сил. Так что будем экономить. Вот. Не пополнить своевременно запасы коммуники означает остаться без маны, дамы и господа. Так что следите всегда, чтобы у вас хватало коммуники. Ну и, конечно, там всяких солей морозных и так далее. Так, Центурион, пора тебя убрать с моей пути. С моей пути. Ой-ой-ой. Хорошо, что... У меня нордская шапочка с защитой от мороза. Вот он прям таки отражает заклинания. А обычных стрел у меня и нет. Кстати, а что дает мой клинок? Он просто укрепляет магические навыки. Окей. Вот, рад вернуться в Morrowind, в Кемелзе конкретно. С момента записи предыдущего эпизода прошло аж 2 недели реальных. Для вас несколько дней, а для меня 2 недели, да. Записываю скопом эпизоды. И 4 эпизода за раз с промежутком в 2 недели для меня на данный момент оптимальный вариант. Так, а это что ли не открывается? Ай! Второй, похоже, меня не заметил еще, да? Бедняги. Это они пытаются дверь открыть? Глупые механизмы. Никакой в ближнем бою, короче, на. Ну а как тут хорошо все освещено-то. О, рычаг какой-то, смотрите. Даже скорее кран можно назвать.
Тут, наверное, тоже, да? Ну-ка. Пока не буду нажимать. Посмотрю, что тут вообще есть еще. Хотелось бы оценить, так сказать, обстановку до нажатия этого рычага. И посмотреть, что изменится после. Ух ты. Ого. Выглядит зловеще. И звучит. В общем, двери заблокированы каким-то древним механизмом. Причем held fast, значит, сильно как-то жестко прям заблокированы. Тут ничего сверху нет? Вот этот район, в котором я сейчас нахожусь, он тупиковый. И вот кто сидит в самом тупике здесь, интересно. Ну что ж. Я думаю, это должно открыть ту дверь. Давайте посмотрим. Все еще закрыто. Так, стоп, а тут? Тут, по идее, есть проход по карте, его видно. Ага, здесь открылось. О, идет, идет. А, ну это маленький. Там за ним большой. Центурион-разведчик. О, отлично. Хитбоксы просто великолепные. Полагаю, он не пройдет. А, прошел. Ого, чемпион, смотрите. Бронированный, Центурион чемпион. Это скаут с копьем. Чем глубже в лес, тем толще партизаны, как говорится, да? Что у нас тут? Тоже грандиозное нечто. Мне нравятся эти стекла. Вот эти трубы. Интересно, для чего это? Может, какая-то транспортная система? Там внутри что-то фиолетовое вон еще. Вот фиолетовое это может, кстати, быть какой-то не определившийся ассет. О. Монетки давай. Монетки возьму, остальное неинтересно. Клеймора. Вы знаете, мне часто становится жаль, прям часто, что двемерское оружие и броня, они далеко не самые лучшие среди оружия и брони того же класса. Немного несправедливо по отношению к двемерам, мне кажется. Интересный котел. Думаю, можно не поскупиться на этот раз. Посмотреть это повнимательнее.
Вот это действительно как будто какой-то... Двигатель, не знаю. Слушайте, мне давно хотелось проверить. Ну да, ничего не происходит. Но было бы забавно, да? А да, действительно, это какой-то... Ой, ой, ой. А, тут вода, что ли? А, тут вода. А эти штуки спускают пузыри. Ну, вообще, это да, действительно баг. Такого быть не должно. Вот этот фиолетовый квадратик, это значит, что какая-то текстурка не прогрузилась. И не знает, в общем. А, свет включился, серьезно? Ладно, можно было не тратить ману. Так, ну, я надеюсь, я очень надеюсь. Сейчас что? Слышите, да? Ух ты. А, это обычный Центурион паровой. Еще один Кагерер. Еще один Кагерер я не потяну. Хотя можно попробовать на зельях перышко. Я могу наварить себе таковых. Давайте сюда все ваши богатства. Ну, я так-то сейчас немного беспечно, но... Я, в общем-то, в себе уверен. О! Жалко, что не соли пустоты. И что это было? Ну, здесь вроде ничего не поменялось. Знаете, здесь как будто проход какой-то должен быть. Ну-ка. Может, там что-то открылось. Еще сюда загляну на всякий. Ну, здесь все как было, так и осталось. Ух ты. Какие шестерни тут. Ничего не поменялось. Ну ладно, будем думать, что я просто в другом каком-то месте, в другом районе что-то активировал. Ладно, давайте возвращаться. В этом районе все очевидно. Да уж, 5-й эпизод в Кемелзе. А вы знаете, я даже наивно думал в какой-то момент, что управлюсь за парочку эпизодов, ну может за 3. А сейчас, по моим прогнозам, ну как минимум вот этот еще следующий, наверное, будет. А, да, тут у нас дружественный Центурион паровой. Замыват. Посеян чефиц. В общем, сюда. Вот этот проход ведет к еще более глубоким районам. Вот. Здесь я был, Vale of Heartfire. Ну, можно заглянуть еще раз сюда.
тут все исследовано. Вот из Pillar of Learning, то есть столб изучения, обучения, столб познания. Вот оттуда можно попасть еще в ряд районов. Это потом. Сейчас мне больше интересно вот сюда сходить. Вот здесь я еще не был, смотрите. Ладно, взял на заметку, пока не буду абьюзить левитацию. Ну-ка. Возможно, что-то будет внизу, там еще надо проверить. И вы знаете, эти все двемерские механизмы действительно стимулируют меня играть от стелса, потому что ну, неохота мне их ковырять, они толстые. Вот этого можно прищучить. Слушай, нет, таких я не встречал еще. А он как будто ремонтник. Он у него. Может, он дружественный? Ага. Он вообще как будто маг. Да, слушайте, этот Центурион волшебник какой-то. Бывает же. Так, окей. Ну-ка. Сопротивление электричеству дает металлолом из полезного. О, это серьезно, что ли? Меня всегда пугают вот такие вот наборы экранов. Набор экранов означают комбинации. Комбинации означают, что их можно долго и мучительно подбирать, пытаться. Окей, лава повсюду. Подозреваю, что один из кранов может... Не, вы знаете, наверное, все-таки время затраты на его уничтожение окупятся. Я смогу теперь перемещаться свободно. И быстро. Так. Ага, как будто что-то действительно выдвинулось, да? Слышали звук? Ого. Вот это техника. Причем только там. Так, хорошо. Это полезный рычаг. Пересохранюсь. Вы. Черт. Они тоже все поворачиваются. Вообще никакой реакции. Ладно. Этот застрял, не поддается. Вернем в изначальное состояние. Да, интересно заглянуть туда еще, конечно. Ой.
конечно, еще 2 прохода. Так. Я думаю, может, при каких-то условиях этот рычаг может повернуться, нет? Ладно, сейчас проверим, изменится ли что-то где-то. О, я вижу бесконечность. И, конечно же... Судя по вот этому, разработчики вообще не предполагали, что кто-то сюда заглянет. Окей, хорошо. Пока что, опять же, верну в изначальное положение. Логика такова, что если я найду в каких-то других районах какие-то штуки, которые потенциально можно открыть с помощью вот этих кранов или рычагов, и они будут закрытыми, я пойму, что, возможно, это как раз то, что мне нужно. Надо вернуться и нажать эти рычаги. Вот. Чем если они будут сразу открыты, я даже не пойму, что я открыл это с помощью рычага, да? Ого! Да. Вы только гляньте на это. И тут рычаги, конечно. Может, договоримся, а, начальник? Блин, как тут неудобно-то. Так, у меня есть свитки успокоения? Вот это может сработать. Devil's Peace. Давай пообщаемся. Стой. Блин. Ладно, диалог не удался. Что ты там со мной наделал? Повредил ману. Высосал скорость. Центурионы активизировались, конечно же. Но им тут не продумали траектории передвижения, похоже, да? Этого тоже тюкнуть надо бы, я думаю. Он, конечно, потюкает меня в ответ.
Что это такое? Тоже зловеще, кстати, выглядит. Так. Пора. Ну просто здоровый котел, как будто. И в нем как будто что-то бурлит. Ой. Вот так здрасте. Ладно, предположим. Так, эта штука двигается сюда. Эта штука двигается сюда. Она не упадет мне на голову? Давай, еще помедленней. Так, и чё? Ну, чудесно. Ой-ой-ой. Это двемерский миксер, да? Ничего себе. Так, я предполагаю, я могу зачерпнуть лавы этой штукой. Поднять ее обратно. И вот лава может потечь по этим трубам. Типа они ее заберут. Может быть, это даст энергию для активации каких-то других механизмов. Что-то в этом духе, а? Смотрите, действительно зачерпнул лавы.
Ну, надо подождать, может что-то тут еще поменяется. Я пока не совсем понял роль вот этих миксеров. Ну, взбивают они лаву, и что? Может быть, они приводят в движение? Вот. Ну да, кстати, да, может быть логично. Они как бы забирают, может быть, лаву в себя, она течет по этим трубам, и они приводят в движение этот котел. Может быть так. Давайте поближе посмотрим, что там будет происходить. Звуки, конечно, чудесные. Так, а если... Нет, так нам не нужно, чтобы происходило. Кстати, сейчас надо будет проверить, сохранение это все не сломает мне. А то помню я этот арткос. Угу. Все хорошо. Ладно, что-то сделал. А вот это реально выглядит очень необычно. Казалось бы, что интересного вот в этих вырезанных в камне или в металле очертаниях, но я такого не видел в древнерских руинах, ни в одних. Ладно, хорошо. Будем посмотреть, что у нас тут. Этого сразу уберу. Вот бедняга. С кинжалом. Он помог меня затюкать этим кинжалом, конечно. Чудесно. Да, мне бы надо отдохнуть действительно. Я думаю, уже не принципиально где и как. Ладно, давайте летать. У меня, кстати, есть свиток левитации, наверное, его целесообразно использовать еще. Ой. Пока не понимаю смысла этой локации в целом.
Может, под самыми сводами что-то есть еще? Нет, ни черта тут нет, по-моему. Да, и нормальный здоровый сон 8 часов. 50-й уровень, поздравляю нас. Да. Напоминаю, что уровень лучше повышать своевременно, потому что вот 3 навыка, которых я поднял, как видите, они не будут учтены в бонусах уже к следующему левелапу для характеристик. Печально. Ладно. Зато много маны теперь есть. Можно сразу себя побаловать кошачьим глазом, да? Ай. Ну, я все равно классный акробат, скажите-ка. Ну да, я ничего тут не вижу полезного такого прям интересного. Надо возвращаться. Место грандиозное. Несомненно. Но ничего нам не даст пока. Может быть, не даст вообще. Ха. А если нажать вот эти рычаги, которые тут? Может, это что-то активирует там? Ну, хотя я не видел там ничего, что могли бы активировать эти рычаги. Откровенно говоря. Кстати, может, оставшийся рычаг уже не будет застревать. Надо проверить, тоже будет. Слушайте, я не помню, этого пара, по-моему, не было. То есть как будто этот механизм весь активировался. Угу. Или был пар. Ладно, дайте я сейчас прошвырнусь еще быстренько, посмотрю. Ничего не поменялось. Но зато я выяснил, что этот пар от лавы исходил и до нажатия этих 2 кранов. Может быть, это ничего и не дало. Но пусть они останутся нажатыми все равно. И что того призрака Двемерского не успокоить все равно. А это разве так было? А, табак, видимо. Они почему-то к низу смотрят, хотя поднимаются, очевидно, кверху, но после загрузки именно.
А, этот больше не будет двигаться. А если эти обратно привести в такое положение? Все равно не двинется. Все, сломался механизм. Ладно, это не критично. В общем, надо возвращаться назад. Есть еще несколько районов неисследованных. Но их оставлю уже на следующий эпизод. И буду надеяться, что эти наши действия, они действительно активировали какие-то механизмы в более ранних уровнях, верхних, на которые мы натыкались ранее. Ну и да, пока вот такие планы. Пока добавить больше нечего. Вот, ну а вам спасибо за просмотры, за лайки, в принципе, за внимание, подписки, комментарии, что думаете по всему этому поводу. Может, есть соображения какие-то. Ну, хотя, знаете, я все равно еще 3 эпизода сейчас буду записывать, так что... Ну, не знаю, может быть, я что-то не смогу тут, не пойму, что и как. Вот, ну ладно. Следующий эпизод, наверное, пройдет у нас где-то вот здесь. Как это называется? Heartfire. Стафазнир. Келья скульптора. Вот туда и двинусь, в общем, да, все. Сэр Холмс, Morrowind Rebuild. Пока-пока.